Всем большой привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня будем вязать спицами вот такие милые пинетки с рюшами на возраст примерно 6-9 месяцев. Размер моего манекена 11 сантиметров. Основную пинетку мы будем вязать на 2 спицах, а уже резинку и планку будем вязать или на чулочных, или на круговых спицах. Пряжа у меня китайская, детская, чтобы вам было понятно по объему. Вот у меня есть пряжа Alize Baby Wool. И по объему они практически одинаковые. Так видно? Здесь 175 метров на 50 грамм, значит здесь примерно столько же. Начнем мы вязать задние части с пяточки. И для этого нам нужен открытый набор петель. Я буду набирать при помощи крючка. Крючок у меня 3 миллиметра. Я буду набирать, мне нужно набрать 19 петель. Я буду крючком набирать цепочку из воздушных петель чуть-чуть побольше, чтобы она не распустилась. Итак, набираю обычную цепочку из воздушных петель. Вы можете использовать любой удобный вам открытый наборный край. Мне вот этот способ удобней. Вот я набрала контрастной нитью. Не знаю, сколько петель набрала, но явно больше, чем 19. Все, и теперь из цепочки. Вот она, косичка. На обратной стороне косички есть вот такие перемычки. Вот они. И теперь из этих перемычек я набираю 19 петель. 1, 2, 3, 18, 19. Далее нам нужно связать 4 ряда платочной вязки, лицевые петли и с лицевой, и с изнаночной стороны. Вот сейчас я набрала 19 петель, это первый ряд. Разворачиваемся на изнаночный ряд. Это второй изнаночный ряд. Кромочная, а остальные петли вяжем лицевыми. Вот эти первые 4 ряда платочной вязки мы набираем дополнительно к пятке, чтобы потом у нас на пяточке было больше петель, и, соответственно, мы смогли вывязать такой небольшой клин подъема. И кромочная в конце ряда изнаночной петлей. Третий ряд кромочную снимаем, вяжем то же самое, все лицевые петли. Кромочная в конце ряда изнаночной петлей. Третий и четвертый ряд провяжите самостоятельно. 4 ряда платочной вязки провязаны. Далее будем вязать следующие 12 рядов уже с убавлениями. Убавления будем делать в начале и в конце ряда. 19 петель делим на 3 примерно равные части. У меня получается 6, 6 и посередине 7. Вот будем убавлять, пока у нас на спице не останется как раз вот этих 7 центральных петель. Пятый ряд кромочная, убавление, далее все петли лицевыми до последних 3 петель. Осталось 3 петли, убавление в конце ряда и кромочная изнаночной петлей. Изнаночный ряд 6, кромочная, а остальные петли вяжем лицевыми. Кромочная в конце ряда изнаночной петлей. Итак, продолжаем вязать, делая убавление в начале и в конце ряда в каждом лицевом ряду. Продолжаем так до тех пор, пока на спице не останется 7 петель. Первая часть пяточки довязана, на спицах 7 петель. Вторую часть пяточки будем вязать с прибавлениями в конце каждого ряда. Нужно нам вернуть все как было и плюс еще 4 дополнительные ряда.
вот который мы в самом начале провязали. Кромочная, вяжем все петли лицевыми. Последнюю тоже провязываем лицевой. Рядов с убавлениями у нас было провязано 12, это 6 кромочных, и плюс еще 4 дополнительные ряда мы вязали в самом начале. Это еще 2 кромочные, то есть всего 8 кромочных должно быть. Но вот с этой, с левой стороны, из-за особенностей открытого набора будет на одну кромочную меньше, поэтому мы будем добавлять одну дополнительную петлю 2 раза из одной кромочной. Это можно сделать либо в начале, либо в конце. Я это сделаю в начале. Я сейчас, вот я провязала 7 лицевых, и сейчас, по идее, я должна добавлять со следующей кромочной, а я добавлю вот с первой, которую я, по идее, должна была пропустить. Вот так. Лицевая. Плюс 1 дополнительная петля. Вот у меня будет в самом начале добавлено. Разворачиваемся. Изнаночный ряд. Кромочная. А остальные петли вяжем лицевыми. С изнаночной стороны последнюю лицевую я провязываю за заднюю стенку. И плюс 1 дополнительная петля из 8 кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот она. С изнаночной стороны я подхватываю, кстати, обе стеночки петли. Вот так. Лицевой ряд. Все петли лицевые. Последнюю петлю тоже провязываю лицевой. И плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Вот теперь количество кромочных у нас сравнялось. Теперь можно вязать вот из следующей. Добавили петельку, изнаночный ряд, кромочная, все петли лицевые, последнюю петлю лицевой за заднюю стенку, плюс 1 дополнительная петля из следующей кромочной. Вот. И так продолжаем вязать, пока не закончатся все кромочные. Тогда на спицах у нас должно получиться 23 петли. Довязали. Сейчас у нас на спицах 23 петли. Это на 4 петли больше, чем нужно, чем мы набирали 19 петель. Теперь, когда мы будем вязать подошву, мы убавим эти 4 петли. И тогда вот это место, то есть у нас будет как будто бы такой небольшой клин подъема для комфортного облегания ножки. Кромочное убавление в начале. Далее все петли лицевые до последних 3 петель. Убавление в конце ряда. И кромочная изнаночной петлей. Второй изнаночный ряд подошвы, кромочная, далее все петли вяжем лицевыми, кромочная в конце ряда изнаночной петлей. Это второй изнаночный ряд подошвы, третий и четвертый ряды провяжите самостоятельно. В третьем ряду тоже делаем убавление в начале и в конце ряда. Вот мы провязали 4 ряда подошвы с убавлениями. На спицах сейчас снова 19 петель, столько же мы набирали изначально. Дальше будем вязать прямо без изменений по 19 петель в каждом ряду. Кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми. Кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. И так нужно провязать еще 14 рядов, плюс вот к тем, что мы уже провязали. То есть всего у нас на подошву должно быть провязано 18 рядов. 18 рядов подошвы довязано. Сейчас у нас по 9 кромочных с каждой стороны. Далее вяжем убавление к мыску. Вяжем точно так же, как вязали пяточку. Кромочное убавление в начале ряда. Далее до последних 3 петель вяжем все петли лицевыми. Убавление в конце ряда и кромочное изнаночной петлей.
изнаночный ряд, кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми. Итак, нам нужно провязать всего 12 рядов с убавлениями. Убавление в каждом лицевом ряду, в начале и в конце ряда, точно так же, как вязали на пяточке. Тогда на спицах должно остаться 7 петель. Провязали 12 рядов с убавлениями. Давайте я вам измерю. 10 сантиметров это в спокойном, не растянутом виде. Но вы знаете, что платочная вязка очень хорошо тянется. Далее мы будем вязать мысок. Точно так же, как и пяточку. Будем делать, прибавлять по одной дополнительной петле в конце каждого ряда. Кромочную снимаем. Вяжем все петли лицевые, последнюю петлю тоже провязываем лицевой и добавляем одну дополнительную петлю из кромочной. У нас на подошву ушло 18 рядов, это 9 кромочных, плюс 12 рядов с убавлениями, это еще 6 кромочных, то есть всего 15 кромочных. 15. Добавляем дополнительную петлю из 15 кромочной, тоже подхватываю обе стеночки петли. Второй ряд кромочная, остальные петли лицевыми. Последнюю петлю с изнаночной стороны провязываю за заднюю стенку лицевой и плюс одна дополнительная петля из 15 кромочной. С изнаночной стороны петельку добавляю вот так. Все, и продолжаем так вязать. Мы вязали 12 рядов с убавлениями, значит нужно провязать 12 рядов с прибавлениями, и тогда у нас вернется все как было. То есть снова будет на спице 19 петель. Довязали 12 рядов с прибавлениями, теперь на спицах снова 19 петель. Дальше мы будем вязать вверх пинетка, будем вязать точно так же, прибавляя по одной дополнительной петле в конце каждого ряда. И чтобы общее количество петель не увеличивалось, вязать будем так. Кромочная, убавление в начале ряда. Далее вяжем лицевыми до последних 3 петель. Убавление в конце ряда. И кромочная лицевой петлей. Плюс одна дополнительная петля из кромочной. Изнаночный ряд, кромочную снимаем, далее вяжем все петли лицевыми. Последняя петля с изнаночной стороны, лицевой за заднюю стенку, плюс одна дополнительная петля из кромочной. И так продолжаем вязать, пока не закончатся все кромочные. Закончились все кромочные. Основная часть пинетки готова. Дальше мы будем вязать паголинок, резинка 1 на 1, и затем планку с рюшами. Вязать мы будем по кругу. Я буду вязать на круговых спицах. Сейчас что мы делаем? Мы выворачиваем пинетку на изнаночную сторону. Вот так вывернули. И вязать мы будем с изнаночной стороны. Затем снова вывернем пинетку на лицевую сторону. Я себе сделаю отметку маркером, что с этой стороны у меня начало ряда. Так, теперь нам нужно поднять все петельки от наборного края. Вот смотрите, сейчас у меня, опять же, это из-за особенностей открытого набора, сейчас у меня 18 петель. Ну, вот таких явных, да? Вот они. А вот тут вот в начале беспорядок, поэтому я сейчас тут в самом начале добавлю еще одну дополнительную петлю, так, чтобы у нас не было, вот видите, отверстия, так, чтобы не было больших отверстий, смотрелось это аккуратно. Я вот где-нибудь отсюда подберу петельку. Вот. Тогда дырочка закроется, и все будет аккуратно. Так, вот этот хвостик уберу. Первая петля, вторая, распускаю. Почему мне нравится именно этот набор петель, что вот так просто
распускается косичка и петельки освобождаются. Три, 4, 5 и так далее. Поднимаем все 19 петелек. Вот, подняли все петельки, проверяем, чтобы их было 19, 18, 19. Все. Теперь я перехожу на круговые спицы. Короткий хвостик уберу вовнутрь. И вяжем паголинок 8 рядов резинкой 1 на 1. Лицевая, изнаночная. И так по кругу. Провязали 19 петель с одной спицы, вытягиваем ее и вяжем вторую спицу, тоже 19 петель. Закончили в этом ряду лицевой, значит, вторую спицу начинаем с изнаночной. Хорошо подтягиваем, чтобы не было больших отверстий. Изнаночная, лицевая, и чередуем до конца ряда. Итак, нам нужно провязать всего 8 рядов резинки 1 на 1. Довязали 8 рядов резинки. Далее будем вязать вот эту планку. Я буду менять цвет нити, поэтому светлую ниточку отрезаю и ввожу в работу розовую нить. Следующий вот этот короткий хвостик уберу пока вовнутрь. Следующие 10 рядов мы будем вязать лицевой гладью. Вяжу все петли лицевые, так как мы вяжем по кругу, то четные и нечетные ряды вяжутся одинаково лицевыми петлями. И так нужно провязать всего 10 рядов лицевой глади. 10 рядов лицевой глади провязано. Далее будем вязать вот эти зубчики. Вязать их будем так. 11 ряд планки. Провязываем убавление 2 вместе лицевой, накид, убавление, накид. И так вяжем до конца ряда. Накид. Теперь нам нужно переснять вот одну петлю на другую спицу. Вытягиваем спицу. Одну петельку снимаю. Не теряем накид. Последний у нас будет на первой спице. Вот эту петельку тоже не теряем, которую сняли. Все. Накид. Снова вяжем вторую уже спицу. Убавление, накид. То же самое, что и на первой спице. 2 вместе лицевой, накид. И так до конца ряда. И заканчиваем ряд 2 вместе лицевой, накид. Двенадцатый ряд планки. Тут в конце ряда тоже не теряем накид.
Вяжем все петли лицевые, накиды провязываем как обычную лицевую. И не поленитесь пересчитать вот в этом 12 ряду, чтобы у вас на спицах было 38 петель, так же как и было, чтобы точно быть уверенными, что нигде никакой накид у вас не потерялся, все петельки остались на месте. Все, зубчики мы провязали. Дальше нам снова нужно провязать 10 рядов лицевой глади, но мы сейчас провяжем 6 рядов лицевой глади, а в 7 ряду встретимся, чтобы сделать вот эти отверстия для шнурка. Итак, вяжем 6 рядов лицевой глади. Вот провязали еще 6 рядов лицевой глади. 7 ряд будем делать отверстие для шнурка. Сейчас мы провяжем 7 ряд, первую спицу, это же у нас задняя часть пинетки. 19 петель вяжем лицевой гладью. Затем уже на передней части пинетки вывяжем отверстие для шнурка. Первую спицу провязываем все петли лицевыми. И обязательно проверьте, чтобы у вас на каждой спице было по 19 петель. Вторая спица вяжем так. 6 лицевых петель. Далее убавление с наклоном вправо, 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Затем накид, 3 лицевые петли. Накид, убавление с наклоном влево. Для этого я петли разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И осталось довязать 6 лицевых петель до конца ряда. Следующие 2 ряда, 8 и 9, провяжите самостоятельно лицевой гладью. Все, провязано еще 9 рядов лицевой глади второй части планки. Теперь мы будем объединять эту планку. Вы помните, мы выворачивали пинетку наизнанку, теперь возвращаем все на лицевую сторону. Вот так сейчас у нас выглядит пинетка. Планку вот так складываем пополам. Мы уже сейчас начнем вязать в обратную сторону, поэтому спицы поменяем местами. Вот так. Вот на изнаночной стороне видим вот такие перемычки. Подхватывать будем беленькие перемычки. Вот, начиная с первой, подхватываем перемычку, одеваем ее на спицу и провязываем 2 вместе лицевой. Хорошенечко подтягиваем. Следующая перемычка. Одеваем на спицу, 2 вместе лицевой. Итак, провязываем по кругу. Планку мы соединили. Дальше будем вязать вот эти рюши. Рюши вязать будем так. Будем провязывать из одной петли 3. Провязываем за переднюю стенку, далее накид. И эту же петлю провязываем за заднюю стенку. Вот мы вывязали из одной петли 3 петельки. Далее 1 лицевая петля. И повторяем, вывязываем из одной петли 3. За переднюю стенку, затем накид. И эту же петлю за заднюю стенку. 1 лицевая. Повторяем. Из одной 3.
1 лицевая. И так вяжем до конца ряда. Следующие 2 ряда вяжем лицевой гладью. 2 и 3 ряды все петли лицевые. Провязали 2 ряда лицевой глади. Следующий 4-й ряд будем провязывать все петли изнаночными. Вот этот 4-й ряд мы провяжем все петли изнаночными, а следующий 5-й ряд будем закрывать петли. И из-за того, что у нас 4-й ряд будет провязан изнаночными, то край рюши не будет закручиваться. Вот такой будет край у рюши. Так, изнаночными петлями провязали. Далее 5-й ряд закрываем все петли. Первую петлю провязываем лицевой, следующую тоже провязываем лицевой, и вот теперь пропускаем через предыдущую петлю. Провязываем лицевой, пропускаем через предыдущую петлю. И так закрываем все петли по кругу. Вот и все, пинетки готовы. Вам осталось только связать шнурок. Я связала шнурок такой же, как и всегда. Крючком 3 мм набрала 125 петель. Это примерно 35 сантиметров. Зацепила первую петельку маркером. И теперь при помощи маркера, вот в эти отверстия, что мы провязывали, протащу весь шнурок вдоль всей планки. И на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр. Ровных вам петелек. Всем добра!